так как я сельский из села, в 5 класс нужно было идти в среднюю школу в районный центр. Нужно было час идти каждый раз туда, час обратно. Это было 5 километров. Я как-то попробовал бежать. Если идти час, то бежать можно 30 минут. О, так можно лишний поспать и потом пробежаться и потренироваться. Мне 79 полных лет уже исполнилось. Я занимаюсь спортом практически всю жизнь. В разной форме, с разной интенсивностью, но никогда не расставался. Никогда. Вот у меня фотокарточка, но ее очень трудно. 56-й год. Здесь вот я мальчишкой сибирским из деревни, в шапке-ушанке, видите, на лыжах выступаю. И выиграл я тогда в своей жизни в 16 лет первую грамоту среди взрослых. И с той поры как-то дружу со спортом. У меня гантели 55 лет лежат. Вот они гантели по 12 килограмм штука. Несколько квартир сменил за свою жизнь, да? А вот эти гантели со мной ездят постоянно. Почему-то я просыпаюсь иногда в 4 часа, мне хочется идти уже на улицу. Но я лежу, думаю, это некрасиво. Весь город спит, а ты как ненормальный будешь тут бегать. Я до 5:30 лежу. Так, а ключи ты дома будешь или пойдешь? Ну, конечно, дома. Тогда я от квартиры не беру. Буквально под окнами стадиона этот находится, и я здесь уже на протяжении многих лет делаю зарядку. Ну, я делаю 8 серий по 8 обычно. Ну, 50 раз могу пресс сделать, подъем туловища. 12 раз настроюсь, могу подтянуться. Я делаю армейские упражнения. Я могу на велосипеде проехать 50 километров за 2 часа, не больше. Это тоже для этого возраста нормально. Вот мой велосипедик. Как это, ретро, которому 30 лет. Бюджетный вариант. Будучи где-то в 8 или в 7 классе, пошел в кино. И мне попался какой-то немецкий фильм про велосипедистов. И вот как они едут, как колесо это крутится. Велосипед – это моя стихия оказалась. По 100 километров наезжал пацаном на этом дорожном велосипеде за день. Это был фанатизм. И после этого я приехал на первое соревнование. У всех выиграл старших. Они сказали, что, откуда? Я потом и мастера спорта в 25 лет выполнил. Я иногда, когда у меня хорошее настроение, еду и пою. Я буду долго гнать велосипед, в глухих полях его остановлю, нарву цветов и подарю букет той девушке, которую люблю. Вообще у меня жена уникальный человек, она мне создала условия полностью. Мы с ней прожили 57 лет. И если бы не она, конечно, она полностью меня обслуживает, как говорится, только занимайся. Хотя и по голове дает, ну, в смысле, ругает за то, что я перенапрягаюсь слишком иногда. Вы знаете, я прочитал в интернете, что тренироваться нужно 120 минут в неделю. А я тренируюсь, значит, 180 в день тренируюсь, допустим, да? Утром велосипед 40-45 километров. Вечером или пробежка, или плавание. Я лично плаваю где-то 1200-1500. Ребята плавают по 2-2,5 где-то в открытой воде. Больше не плаваю. В 90-м году нас пригласил Саша Тимченко. Он проводил триатлон. Плавание, велогонка, бег. Мы поехали с сыном. Он получил приз самого молодого, я самого старого. Это в 90-м году. Если бы у моего внука вовремя появились дети, то могло быть 4 поколения участвовать. Мы бы 4 поколения могли в одном забеге участвовать. Вот сейчас мы заходим на тропу здоровья города Могилева. Это час 5, час 10 бегал здесь я. Былые времена. Ну, не былые, буквально 2-3 месяца тому назад. Я создал школу здесь, детскую спортивную, открыл отделение.
Ну, до 44 лет я ездил без машины с ребятами. Не надо было ни мотоцикл, не надо было машину. Я с ними ездил вместе, правда, не на ведущих ролях. Это вот моя команда. В грязи провели тренировку 160 километров под дождем непрерывным. Измученные, грязные, но счастливые. Когда я пошел работать в строительный колледж, я на физкультуре старался все делать сам и заставлял их делать по принципу «делай как я». Нужно было сдавать норматив старшим ребятам, которым где-то по 20 лет, норматив на 3 километра. Они спросили, какой норматив? Я говорю, 13 минут 20 секунд. Какой дурак мог такое время выдумать? Они что, они сами хоть когда-нибудь бегали или нет? Я взял секундомер и побежали. На стадионе 400 метров круг. Они за мной продержались два круга, по-моему, или 3, и все посыпались. Ну, я выступаю в соревнованиях по триатлону 1 раз в год. Ну вот, награда. Только видите, на триатлоне 3-е место в категории 55 лет. Там было 2 дистанции. Более, так сказать, молодые, здоровые, амбициозные делали 1/4 Ironman. А я выступал на 2-й дистанции. Там было около 300 человек тоже на этой дистанции. 1/8. Это было, значит, 500 плавания, 24 километра было вело и 5200 бег. У меня осталась жилка такая, бороться. А это в этом возрасте не всегда бывает хорошо. До предела выходить надо. Меня Дима, сын говорит, на пульсе 120, не больше, предупреждает. А я иногда завожусь, вот тут на велогонке особенно, завелся так, что потом бежать надо было еще. Ну, добежал, 5 километров 200 метров. Вот, ну, тяжело было. Я из 263 человек, которые на этой дистанции закончили, я занял 168 место. Это вот в городской черте, этот водоем, он является местом отдыха. Вот. А когда теплая вода, мы здесь тоже тренировки проводим, готовимся к соревнованиям. Нам разрешают спасатели плавать за буями, потому что видят, что профессиональные пловцы. Вот Ironman нужно делать Ironman исключительно людям, как это сказать, супер людям. Нельзя всем делать. Это убивает. Как бы там ни было, убивает что-то. Или сердце, или суставы. Ну, представляете, 10 часов нагрузки максимальной. Это стресс страшный. И как он окажется, это еще никто не может гарантировать. Половинку можно делать. Можно, если ты подготовлен. Если я еще год побуду в таком режиме, а потом надо на ходьбу переходить. Надо разумно. Бесшабашно же нельзя уже. Ну, от чего обычно вот старость наступает? Старость наступает в первую очередь от атрофии мышц. Поэтому надо поддерживать мышцы. И желательно не только проводить, допустим, кардиотренировки на выносливость. Нужно поддерживать скелетные мышцы. Мышцы – это тоже второе сердце, и они дают импульс для здорового образа жизни. Ключи не брал. Они все снимают меня со всех сторон. Но надо держать себя в тонусе. Во-первых, это и режим сна, это и питание. Ну, я хочу сказать про себя сейчас. Я максимально ограничил хлеб, практически не употребляю сахар. Кефир ежедневно обязательно и творог. Без этого не могу. Должен быть мед, хотя бы в маленьких количествах. Но надо употреблять, желательно на голодный желудок утром со стаканом воды. Нужно чередовать каши, яйца, творог, фрукты. Обязательно в обед нужно съесть салат из овощей. Я считаю, что для мужчин основное, нужно уберечь сосуды.
Если сосуды будут в порядке, все будет в порядке. Ну и считаю, что надо мозг тренировать. Мозг тренировать, читать надо побольше. Я стараюсь сканворды разгадывать, кроссворды. В интернете новости все смотреть. И это нормально. Тогда старость не так быстро накатывается.